Привет! В ремонте сегодня у меня Opel Vectra C 2002 года. Замена сайлентблоков на задних продольных рычагах. Вот владелец купил сайлентблоки фирмы Ленфердер. Я считаю, это неплохие сайлентблоки, выше среднего. Вот так. Меняем. Вот вид снизу, продольный рычаг. Вот он, вот такой. Так, для того, чтобы его снять, сначала откручиваем, срываем 4 болта. Вот этот, раз, два, три. И за тросиком 4. И вот здесь, с этой стороны, ступицы. Раз, два. И вон тут треть. Срываем. После этого снимаем рычаг. Так, смотрите, снял рычаг. В таком состоянии. Он порванный. Смотрите, сейчас изгибаю. Надеюсь, будет видно. Короче, внутренняя обойма. Может, вот так будет тут. Если она отходит. Короче, порвана. Вот так, теперь запоминаем, как он стоит относительно вот этой всей конструкции. Если вот так ставим, получается, прорези вверх идут. Запоминаем, потому что подвеска все-таки в одну сторону работает на удар, чтобы не порвать новый сайлентблок. Теперь пытаемся открутить вот этот болт, чистим, погреем и пытаемся его выкрутить. Еще хотел сказать, когда будете снимать рычаг, болты будут у вас плохо откручиваться. То, что на видео я показываю, что они откручиваются, это только для того, чтобы видео было короче. И я их сначала открутил, потом заново закрутил, для вас откручивал. Так что, когда будете откручивать, не думайте, что они так легко откручиваются. Вот, кронштейн снял. Теперь смотрим, как он расположен. Вот этот сайлентблок. Я там меточку сделал, как он должен стоять. И, как видите, он стоит ровненько. Но на всякий случай берем штангель и замеряем вот это расстояние до бортика. Вот он у меня составляет, так, здесь 12 миллиметров. Вот так. То же самое и здесь расстояние 12 миллиметров. Но здесь просто углубление идет, оно неудобно будет контролировать, а поэтому прямому бортику
удобно смотреть. Все, теперь смотрим, какие подходящие болванки. Вставляем в тиски и выпрессовываем. Вот такую конструкцию сделал. И выдавливаю. Вдавливаю вручную, так что сейчас, вот видите, она пошла. Кручу только тисками. Вот так. Сайлентблок вышел. Теперь вот эту полость чистим щеткой металлической, смазываем графитной смазкой, чтобы меньше коррозии было и чтобы легче алюминий зашел и меньше окислялся. Так, как я вам говорил, обращайте внимание заранее, делайте меточку, как было, как стояло. Все, теперь ставим новый и таким же образом запрессовываем. Вот сайлентблок запрессован, расстояние одинаково, что здесь, проверял, 12 миллиметров. Так, что хочу сказать, когда будете запрессовывать, сперва поставите болванки, довленете, потом разберете, посмотрите, чтобы он не был перекошен, когда вы будете задавливать, и ровно ли стоят метки. Так, когда все ровно, и тогда уже до конца. Давите и не передавите, чтобы потом не возвращаться с этими расстояниями. Все, теперь ту площадку ставим по меткам и собираем все обратно. Все, площадку поставил, по меткам все совпало. Как буду собирать, не буду показывать. Покажу конечный результат. Смотрите, рычаг поставил на место. Мовилью и пушечным салом промазал очаги коррозии. Поставил все на место. Так, что хочу сказать. Если у вас уйдет колесо, когда вы снимете рычаг, колесо немножко назад уйдет. И чтобы его назад поставить, воспользуйтесь просто ломиком. Ставьте так, вот здесь. И немножко назад наклоните. Он двигается с легкостью. И когда будете рычаг ставить, сначала все болты наживите от руки, чтобы не пошли по резьбе. Только после этого уже зажимайте сильно до конца. Все, на этом работа закончена. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. Все, всем удачи. Пока.